Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в первый выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Этот сезон мы стартуем за фракцию USEC с минимальным паком игры, а значит путь будет сложнее, но уверен не менее интересней. Блаки Укас, Пуха и Швед и Костя. Большое вам спасибо за щедрую поддержку и доброе слово. Список комплектующих можно посмотреть на главной странице канала во вкладке о канале. Ну что, дамы и господа, погнали! Всем приятного просмотра! Ну что, здесь у нас все без изменений, остается никнейм тот же Агрозивестук, и теперь мы выбираем фракцию USEC. Выберите лицо и голос, тут говорят голоса и лица новые подвезли. Кто у нас будет? Что-то надо новенькое, да? Хейвуд или Грант? Грант какой? Похож на моего соседа бывшего. Будем играть с соседом, значит. В главных ролях Грант Джош. Зато простое имя и не ошибешься в ударении, да, куда надо будет ставить. Грант однозначно и Джош однозначно. Прическа как у меня почти. Так, что тут у нас? Я за Юсека, честно говоря, как-то не приходилось почти что играть. Я как-то разок за него пытался играть, но в итоге я один фиг перешел на Бира, вайпнулся. Скучновато, не поматериться по-нашинскому. Заходим сначала к прапорщику, изучаем все предметы. Цель изучения всех предметов у всех торговцев — это достижение 2-го уровня нашего персонажа для открытия квеста у механика. А еще изучение предметов необходимо у торговцев в самом начале для того, в том числе, чтобы персонаж не тормозил при перезарядке. Если у него не изучен магазин в оружии, который он найдет, он не сможет его перезарядить. Поэтому, чтобы не тратить время на изучение в рейде, лучше потратить на это время здесь, в лобби. Итак, изучил все предметы у всех торговцев и достигли 2-го уровня персонажа. Теперь, чтобы открыть у механика квест, нужно перезайти в игру, скорее всего. Либо попробовать можно, знаете, как сделать? Попробовать побег из Таркова совершить за Дикого, чтобы началась загрузка, без разницы куда. Раз. Все, и отменяем. Проверяем. Есть. У механика появился квест. Вот такой вот не очень-то приятный. Подожди, что это? Оружейник-то появился. Оружейник, часть 1. Заходи, говорит, бла-бла-бла. Ну вот, здесь надо будет Мурку собирать, МР-133. Но это пока мы оставим. Вот какой квест нас интересует. Поручение. Нам необходимо найти место стоянки егеря в условленном месте в лесу, найти там письмо, послание от егеря и передать его механику. После того, как мы выполним этот квест, у нас откроется торговец в качестве награды. Будет доступен егерь. Ну и начальные квесты, блин, я вообще так обожаю начало вайпа, честно говоря, вот эти вот простенькие квесты, интересно, вот это все бегаешь, лазишь. Проба пера, короче, нужно убить диких по всей территории Таркова. Раньше, если не ошибаюсь, нужна была конкретно таможня. И раздобыть и передать ружья МР-133 2 штуки. Если мы их не найдем в рейде, то после того, как откроем егеря, мы сможем купить их просто у егеря и передать прапору по этому квесту. У терапевта квест «Дефицит» доступен к выполнению. Найти в рейде аптечки Салева, First Aid Kit, это, короче, да, передать аптечки. Надо с галочкой 3 вот эти вот красные аптечки найти. В убежище мы имеем возможность установить только вентиляцию. Для этого требуется 25 тысяч рублей, так что устанавливаем и все. Для остальной постройки и улучшений прочих нам нужно будет искать предметы, либо покупать их. Так что первопроходец с отмычкой, так сказать, будет у нас дикий. Мы идем диким на развязку с утреца, прошвырнемся по этим полочкам, ящичкам, посмотрим, что там есть, чего нет. Может быть, сразу сейчас чего-то получится у нас поставить, если вынесем добришко нужное. Так. Появились мы в интересном, конечно, месте. Совсем далеко от того, что нам нужно. По времени 26 минут. Нормально так времени нам отсыпали на самом-то деле. Как тогда сделать? Блин, у меня выход на той стороне, по-хорошему. Отсюда бы, что ли, залазить как-то. Да и там, в принципе, выход есть. Блин, ну только на той стороне все это добро, которое мне нужно. Ладно, понеслась душа в рай. Что у нас там есть интересного? Флис, смарх и патронов россыпью. Вся любовь. А грустно как-то. Или пофиг, прям в ультру щемануться. А, слушай, можно же будет попробовать, блин. Ну нет, не буду я изобретать велосипед, там просто шариться долго придется.
Хочется максимально с пользой время провести в рейде за дикого, чтобы он не просто где-то слился там, да, загнулся, а чтобы какой-то профит с этого был. Можно было бы, кстати, слева по тайничкам прошвырнуться, ну да ладно. Обойдемся без этого. А что, если мне, например, наверх подняться, да и все? Блин, в натуре через идею можно будет посмотреть, еще же мне газоанализаторы нужны будут. Они же крайне редкие, зараза. Пожалуй, так и сделаю. Ёлки-палки. Хоть глаз выколи тут. Есть СВД магазин. Кто-то бежит уже. Ну, пока будем всякий хлам собирать. Нам не сложно, ЧВК приятно. Опачки. Что ты, боец невидимого фронта? А давай здесь, наверное, поднимусь. Так. Ё-моё, черта с два что-то разглядеть тут. И фонарика нет никакого на волыне. Ну что, берем видеокарту там, берем видеокарту на этих самых. Хотя зачем она сейчас, вряд ли интересная, да? А нет, мне надо будет ее потом по квесту в любом случае сдавать. Так что забираем видеокарты, которых нет. Не, ну выглядит карта дружелюбно. 26 минут мне дают на то, чтобы полутаться диким, да и на развязке еще. Грех этим не воспользоваться, так что я... Тут-то очевидно все выгребли, да? Так что я, пожалуй, время тратить не буду. Электродрыгатель, а он мне нужен, кажется. Мешок у меня еще не алё. Жалко, что не резиновый. Блин, было бы неплохо, да, резиновый мешок найти какой-нибудь. И туда складывать лут. Ладно, бог с вами. Пойдем, как запланировал, по тому маршруту и пойду. Давайте, не балуйтесь здесь в помещениях. Вроде как и тихо, да? А вроде как и нету ничего. А нет, смотри, полный ящик практически. Вот что-то нашел. Внизу там интересно посмотреть на ТЭЦ. На ТЭЦ там плюс еще и картотека же есть. Вот здесь понятно все. Здесь уже тело лежит. Здесь уже интерес прогнал кто-то. О, вот этот мы мешок заберем. И вот этот азимут разгруз мы заберем. Волыну заберем. Сотра там. О, бумажник. Прикольно. РБ КСМ ключ. Его завалили, но лутать почему-то не стали. Это весело. Меньше половины, значит он стрелял.
Ладно, туда внутрь заходить не буду. Я уверен, что там, если кто-то из ЧВК был, то они проверили все, что там можно и нельзя. Надо будет в черном ящике здесь забрать сейчас искру, так как егерь попросит у меня потом хавчик. О, инструменты, это хорошо. Инструменты я люблю. Что-то руки как ветки, отвечаю. Я столько не играл. Я, в принципе, вчера с пацанами зашли. Так, чтобы чуть-чуть хотя бы вспомнить. Но, честно говоря, меня постоянно там мочили тупо. Ладно, сейчас. Главное, что... Помним все. Чё, куда? Опачки. Какие-то вкусняхи есть. О, может быть мне забежать все-таки пищу похавать, ой, похавать, говорю, поискать то, что мне надо будет для егеря. Еще непонятно, что такое. Забирать не будем. Хотя можно было бы все подряд сыпать. Вот. Ну так как это дикий обычный. Не вижу смысла его прокачивать прям. Так. О! Рулетка. Ну все, надо домой идти. Я нашел рулетку. Швейный набор. Тут не лутано, пацаны. Давай тогда повнимательней попялимся. Ну а чё? Рулетка это уже, считай, я безопасность первого уровня поставлю, да? Еще набор какой-то. Напильников. Мастер. И сам мастер напильников. Блин, а как мне это все пристроить сюда? Это сюда, наверное. Вот сюда. Вот так вот. Вот так вот. Еще болты, гайки найти, чтобы я смог верстак поставить. Там мультитул можно прикупить. Но губа не дура, конечно. Ладно, не буду я за хавчиком заходить. Тут полки пошуршим. И ящички. Опа. Опа. А вот это приятный сюрприз. Опачки. Да ничего, скупчику все продам и заживем. Свои. А, тут уже пошурудили, товарищи. Это тут еще бывает слева. Но на сегодня.
Ладно, надо домой чесать. Надо что-нибудь еще за ЧВК же успеть сегодня сделать. А то я сейчас пока буду шататься за дикого. Так можно и весь день пробегать же. По идее. Хотя пока мешок есть, можно было бы зайти, аккумулятор посмотреть. Все хочется и сразу. Желательно. А я тогда еще одну искру сейчас здесь заберу. Тут есть рядышком черный ящик, еще один. О, термит. Мамана. Тоже нечастая вещь. Вот это мне нужно будет. Так. Тут у нас что? Аккумуляторы, свечи. Посмотрим на вот этих полках. Они могут появляться. О, сигули. Тоже нужны будут по квесту. Ёлки-палки. Блин, или эта батарейка тоже нужна? Ну ладно, эти батарейки-то, я думаю, не проблема найти где-нибудь в каком-нибудь... каких-нибудь картотеках, типа, да? Свечей, аккумуляторов не обнаружено. Черный ящик заберем искру, там она 100% спавнится. Где-то тут сумка. Я, кстати, в этой сумке вчера за дикого нашел газоанализатор. Скорее всего, газан снова будет проблемой. Так как их нужно по 3 штуки. Хотя их же в арку добавили, да? Пошарился, кажется. Ролл я бы забрал. Например, вместо вот этой шляпы и вот этой. Надо домой идти. Добро есть. Есть возможность построить, пока я живой, пока я иду домой. Если выйду, будет возможность построить безопасность, по-моему, там. Двери поставить. О-моё, это не ЧВК случаем? Двоица такая славная. Пацаны, я свой. Двое. Ну, возможно, это дикие, которые там же шарились, а возможно и нет, потому что там стрельба была с дробовика. Может быть, это и ЧВК как раз-таки, которые диких кошмарят тут ходят. И времечко сейчас, да, красный таймер почти что. Все в сторону дома, скорее всего, педалят. А мы на выходе шмальнем пару раз, чтобы дать понять, что я на выходе, типа. Подходите, не стесняйтесь, да?
Почти 17 минут, Витян ЧСВшник, получаем свою дозу опыта. В схроне, блин, в схроне места очень мало на самом деле. Так что мне каждый раз придется все это дело, уже все, полный схрон получается. Ну тут ничего такого дорогого нет, можно это будет все продать. Значит, смотри, все правильно. Безопасность мы можем поставить первого уровня, да, выходит 20 тысяч рублей требуется, и строительная измерительная рулетка. Бам, безопасность первого уровня готова. А еще мы надыбали в рейде целую солеву, так что одну из солев мы можем передать сюда терапевту. Остается 2, круто. За ЧВК в лес, 12 полдень, все такое. Страховать ничего мы не будем. И погнали. Да все просто, мне в лесу надо забрать это письмо и вынести его с локации. Вся любовь. Попутно будут дикие, шмальнем. Нет, да и бог с ними. Здравствуйте. Дом диких? Так, или нет? Да, дом диких. Так, а зачем я сюда пришел? Я за письмом пришел. Слушай, у меня неплохой спаун. Потому что письмо я беру не в начале рейда, а уже в стороне выхода. Так что прям замечательно, слушай. Значит, план таков. Идем... Да что ты? Идем, значит, в ту сторону, и за скалой, блин, на скале еще можно будет диких пострелять же, попробовать. Нет, ладно, не буду рисковать насчет диких. Так, значит, в ту сторону идем за письмом, где самолет можно будет посмотреть, там и солевы могут лежать. Так-то. Если будут, то хорошо, если нет, то, в принципе, ничего страшного. Там же забираем письмецо. И валим нафиг. Там же у меня и выходы будут недалеко. Ё-моё, нифига тут кипиш на базе. Тут можно будет посмотреть, поковырять, полутать. Но, блин, нет желания, честно. Я вышел за... Полутать, посмотреть, поковырять, это будет... Пожалуй, работа дикого, да? Блин, там снайперов куча целая. Каждый выстрел снайперский. Поздновато, конечно, я вливаюсь в вайп. Пару недель. Или сколько уже прошло. Это, конечно, много. Опа, зажигалочка для света первого уровня. Мы ее давай сразу домой заберем. Так вот сделаем. Все, даже если погибну, я смогу поставить себе свет. Ну что там, по-моему, только зажигалка нужна из предметов, а остальное денежкой докидывается. Значит, уже не зря вышли, получается. Слышал, да? Кто-то слева, то ли в картотеке, то ли что-то я не разобрал звук. Там, по-моему, кто-то в картотеке шуршит уже. Так. Так. Один из опасных рубежей
лесопилку, то бишь, проскочили. Так что все нормально пока. Пока все идет по плану. Как симпатично. Это прям за этот же превьюшка, пацаны. О. Красота-то какая. Соскучился по Таркову. Ого. Это, кстати, в мою сторону летели пули. Видел, да? Слышал? Ну не по мне, я очевидно. Так, есть письмецо. Кто-то зажал знатно там. Вот и Мосина. Очки кто-то выкинул. А, вон Салева лежит, смотри. Блин, я хочу ее забрать. Мне нужна Салева. И я ее забрал. Блин. Что-то прям я ровно, по-моему, на линии огня. Что-то прям в мою сторону летит все. Ай, сидит ЧВК, видел под камнем? Седунов мне только не хватало тут. Блин, а гранаты нет никакой. И ПСки он не чувствует. Ну, лечиться, возможно, будет сидеть сейчас. Вон он. Есть. Готовченко. Ну, с таким-то воевать, чё бы нет. Он квест уже делает, капец. Похоже на то. Ладно. Это все нормально. А нам надо идти домой. Надеюсь, 16 ЗБ будет работать. Потому что если нет, то мне придется в сторону правую чесать. О, работает, зашибись, есть флайер. Ну, как бы диких не нашли. Ух ты. А тут всякие интересности, смотри. И нафиг ему столько соков. Он, видимо, квест какой-то делал с этими самыми, да?
с энергетиками под воздействием стимуляторов. Убийство совершать. Опа. Это нам нравится. Нулячая КМСН. Пойдет. 10 минут всего потрачено на рейд, но пошло все практически по плану. Прям как по нотам. Единственное, вместо того, чтобы встретить и убить диких, я нашел и убил ЧВК. Недурно, недурно. Квест поручения мы можем закрывать. Нашли место стоянки, вытащили письмо. Теперь егерь у нас открыт. Первый квест егеря — это знакомство. Его надо будет накормить от души прям. Ему надо будет 3 сухпайка искра, сухарики ржаные емеля 2 штуки и банки тушеной говядины большие 2 штуки. Пойду на развязку за дикого. Есть у него там наушники, мешок кое-какой и автомат еще. Вообще неплохо, так неплохо. Заряжаемся и отправляемся. Мне надо будет зайти просто в торговый павильон, этот зал, в супермаркет Гашан. И в этом Гашане есть там уголок такой, провизия там, в общем, спавнится хорошо. И там надо будет по полкам пошарить. Там легко можно найти, если не тронуто, то запросто можно найти. Так, КПВМЧ... Слушай, вот это спаун, вот это я понимаю. Меня прям заспаунило там, где надо. Я в аккуратно нахожусь в супермаркете. Значит, по пути в сторону МЧС я знаю, где есть черный ящик, в котором можно будет искру забрать. Она там 100% спавнится. Осталось только найти большие тушенки, сухарики емеля и дело в шляпе. Ну, параллельно будем что-нибудь набирать. Либо ну, вот такое вот на продажу, либо что-то, что мне потом понадобится для бартера на холодильник. О, емеля. Есть. О, еще, а нет, тушенка. Ой, это сгущенка. Как все вкусно выглядит. Таркола. О, это походу рейд со спавном тушенки. Ой, это из сгущенки. Что тушенкой хочу назвать? Тушенки навернул бы сейчас. Еще кола. Сладости дофига, сладких этих напитков, да? Сгущенки до этой. Колы, соков, вон море целое. Горбуха. Но я хочу беляш, беляш. Дайте беляш. Но у нас нет беляшей. Но мне нужен беляш. Да. Даже горошек есть. Собираться. Да пофиг, сейчас сожрем, да? Блин, нету больше, прикинь, тушенки. Ну, вот такой вот рейд получился, в котором очень много, смотри, сгущенки, колы, да? Горбуши и прочих сачков всяких вот таких. И капец у меня провизии. Чё, бахавки? Одни только емеля нашел? Really? Ну, такое себе. Давай сожрем что-нибудь горбуху. Чик. Чая хватит, наверное, запить. А пофиг, хватит. Тут там гранаты рвутся, мне это не нравится. А я голенькой совсем. Ни брони, ничего. Кожа, кости и волосы. На груди. Ладно, пойдем тогда искру зацепим, да и не буду я долго тут задерживаться. Лучше тогда за ЧВК попробовать заскочить, наверное. А, хотя за ЧВК... в натуре, можно будет за ЧВК забежать, посмотреть хавчик и попутно диких пострелять, если ЧВК позволят, да? И все.
Как я придумал-то? Это на автомат потом нацепим. Попутно пошарим в этих ящиках с инструментами. Гвозди нашел. Но не взял почему-то. А почему? Так, что тут на полках? Ой, я же зажигалку вынес, забыл я. Блин, я не знаю, вот эта вот штука ценная, нет? Что-то вторая попалась за 2 рейда за дикого. Наверное, ее как грязи в этой игре. Шо рулетка? Но она нам уже не нужна. А, внутри там глушеные ребята двигаются. Давай, по-моему, еще глянем. У меня рюкзачок позволяет. О, аккумулятор, пацаны. Чик. Все, Диса доволен. Вот черт. Нет, на выходе. А, еще искру надо забрать. Так, а искру мы куда присобачим? Вместо какого-нибудь, например, вот этой еды, да? Ну, чтобы добро не пропадало, уничтожим. Блин, меня смущают эти выстрелы в стороне выхода, честно говоря. Морфий, блин, инструменты, они мне тоже нужны, пацаны. По-любому надо их выносить. И морфий мне потом сдавать по квесту надо будет. Ну ё-моё. Ладно, холодильник тогда пока в режиме ожидания побудет. Ну все, я набрал добра, надо теперь вытряхиваться как-то. Каким-то чудом. Да свои, видимо. Пики обычные. Че, кого кошмарили? Вот когда они нужны, все как всегда. Закон Мерфи работает. Тут целых 3 рядышком. Надо мне будет еще за дикого сходить, кстати, в это в общежитие за ключиком от наливника. Да и вообще для дикого сейчас работенки вагон и маленькая тележка. То есть так разобраться.
такое неприятное ощущение, что здесь что-то может быть. Ну, очень неприятное. Все, вышел. По дефициту еще одну солеву передаем, остается только одна аптечка. И кормим егеря, передаем одну искру и одну пачку емели. Остается одна емеля и 2 большие говядины. Так, пошли за ЧВК, пойдем на таможню, пожалуй, 16:38 времечко выбираем. Оружие теперь можно и страхануть даже, почему бы и нет, когда, да, у нас будет возможность вот так вот сделать. В общем, цель рейда это пострелять диких. Мне надо 5 диких застрелить, и тогда я смогу закрыть целый квест. Если получится солеву найти, то здорово. Так, у нас тут имеется, в общем, флешеты. Так, отлично. Я где появился? Я в гаражах появился. Кто ты, воин? Нам нужны дикие. В общем-то, вот это мы тоже можем забрать. Так, что такое? А, есть что такое? Даже не знаю, можно, наверное, просто пошариться там туда-си, сюда-си, подождать. Или на ВСРФ сразу идти. Там они должны быть 100%. Наверное, на ту сторону лучше идти, да? О, вот это классная штука. Это нам, возможно, пригодится. А, на этом уже на блокпосту снайперов уже пилят пацанов. Весело. У меня ключей нет, так что мне там делать особо-то и нечего. Очень хочется хотя бы диких успеть настрелять. Даже не зависит от того, помру я или нет потом. Главное, чтобы диких настрелять. Хочется, чтобы у прапора прогресс пошел. Пошел. Ну что вы, родненькие, где же вы? Кто тут самый дикий? Может потусоваться где-то пока какое-то время? А, слушай, мне же солева я еще хотел поглядеть. Там есть шоха в багажнике у которой нет сумка. Там запросто может быть. Да давай, короче, не буду торопиться, спокойно, потихонечку буду лутаться, ковыряться. Дикие сами меня найдут, я думаю. Чтобы найти диких, надо искать не диких. Как-то так это работает. Зато, может, барахла какого насобираем. Если диких не настреляем, то хоть, может, барахлишко надыбаем, да? Элит, они мне нужны. Так что такое? Вау! Этот ремонтный комплект. Ё-моё, он, наверное, весит 20 килограмм. Здравствуйте. Но штука хорошая. Я бы хотел ее забрать домой. Спички мне нужны будут однозначно. Мы их сразу прячем. Лот-лорд игруля. Так, что нам не надо будет? С этим я точно не буду лазить.
А вот так можно же сделать. А это сожрать. Качаем метаболизм, в общем. Ну, я капец, конечно, неповоротливый. Вот тебе я, блин, я и говорю, в самом начале лутаться это тоже такое себе развлечение, потому что если находишь что-то интересное и мешок у тебя полный и тяжелый, потом ты ходишь, как в штаны наделал. Передвигаешься еле как из-за этого. Что теперь? У меня битком уже мешок и разгрузка. Сигареты мне 5 пачек Мальборо надо будет. Ты еще что-то нашел? О, разгрузку побольше нашел. Или это бронеразгруз? О, нет, это разгрузка, отлично. Теперь в меня еще больше влезет. Хотя и ту разгрузку можно было бы забрать. Да ладно, мелочиться не будем там. А вообще я пошел шоху смотреть, в багажнике которой сумка медицинская. Сила качается потихонечку. Я становлюсь сильнее. Но при этом выносливость у меня не восстанавливается. Надо двигаться пешочком. Блин, это долгая песня будет, честно говоря, вот так вот ходить. А денег я с собой, конечно же, не взял. В случае, если бы на машине надо было выходить. Ё-моё, у меня же кошелек был. Чё я его не положил в подсумок? Туда я все валюты бы складывал. И денежки бы про себе имел всегда. Чё-то поторопился я. Закрывай, ну ты чё, я же не проверил сумку. Ой-ой-ой. Там рубилово какое-то. Мы его быстро довольно скосили. Понял, в каком направлении мне надо... Ой-ой. Значит... Нет, 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 не застревай. Ну, короче, пойду тогда я на этот самый, на блокпост снайперов с той стороны посмотрю, оттуда на стройку зайду и в СРФ поглядеть. Хотя бы диких надо будет настрелять, а то так не пойдет. Я, конечно, лутаться это приятно, интересно. Я еще такой, не буду лутаться. Как всегда. Ведь не выкинешь, жалко, блин, ремнабор целый для этих самых. Для тряпок. Чего его выкидывать? Нормальный набор такой. Что выкидывать-то? Что сразу выкидывать-то? Но там дикие должны пастись, я думаю. Да и тут, по идее, они в гаражах шарятся, и тут через этот разлом. Блин, они сейчас выйдут прям сюда. И двое там. Долутался, парасете. Понятно. Блин, я столько времени потерял на поиск какого-то лута, туда-сюда, хождения. Надо было сразу идти на точки спауна этих
ботов и искать их. Ну кто ж знал, что вот так вот выйдут они. Я думал, они наоборот на ту сторону пойдут, а они, видишь, в эту сторону двинули. Не угадал, не прочитал. 76239 БП дозаряженные. Такие ребята ходят, да? Уже 30-х, 40-х левелов. Ну, что теперь сделаешь? Вот так вот. Пришел позже в вайп, держись. Ну, как ни крути, все равно мы освещение себе поставим. 10 тысяч рублей раскошелимся. Джандергалку мы принесли. Бам, есть освещение. Для второго уровня куча лампочек нужна. Ну все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем приятной игры, отличного настроения. Благодарю за вашу поддержку. Пальцы вверх и добрые отзывы. До свидания.